Друзья, всем привет! Меня зовут Катя, и вы снова на моем канале «Сад с Катериной Говоровой». Сегодня у нас 2 апреля, и у нас наступила настоящая температурная весна, потому что температура сегодня выше 20 градусов. И сад как-то так быстро ожил и моментально расцвел. Мой сад южный, находится в 7-й климатической зоне. Продолжает цвести кавказский морозник. Высокий, видите, как поднялся. Вообще приятно видеть, конечно, как оживает и просыпается природа. Цветут фиалки, сад наполнен, конечно, цветочками. Сейчас покажу вам. Вот показываю аукубу. Кстати, смотрите, летают уже пчелки. Это очень хорошо. Сегодня на берегу увидела, что лягушки проснулись. Говорят, когда лягушки просыпаются, уже будет тепло. Аукуба распускается, будет цвести. Сейчас после холодного марта сад будет наверстывать упущенное, и будет все это дело очень быстро. Поэтому буду вам, наверное, часто снимать и показывать. Вот у меня, кстати, новое приобретение. Это фация. Я ее буду сажать в грунт. Следила, смотрела за информацией. И у многих в нашей зоне фация перезимовала. Поэтому я решила вот попробовать. Сейчас посажу зеленую. И со временем еще хочу взять варигатный сорт Spiderweb. Красивый, хороший кустик. Сейчас покажу вам. Вот уже такой. Сколько тут? 2-3 стволика. 3 стволика. Прямо кустистая такая. Расти она будет в тени. Вот в этой группе. Красавица. Вообще быстро сейчас все из земли вылазит, всходит. И такое все. В общем, все так радует, поднимает настроение. Видите, какие молодые росточки. Везде цветут медуницы. Медуницы так интересно цветут. Сейчас покажу вам. Вот она. Розовые и голубые. А вот здесь даже получился смешанный цвет. Друзья, но самое главное, что, конечно, такие прекрасные температуры. И мы уже демонтировали свой парник. Теперь камелии мои цветут просто под куполом сада. Это настолько красиво, я вам не могу передать. Вот стоит это растение, конечно, таких стараний. И, кстати, парничок теперь у меня череночник. Тут у меня новое растение. Покажу, поговорим с вами позже. Вот здесь попробовала подчеренковать некоторые хвойные, гортензии. И обязательно покажу вам, буду делиться результатами. Так вот, возвращаемся к камелиям. Сделала я уже первую подкормку. У меня была фертика жидкая. Но была фертика у меня для хвойных растений. Я беру для криптомерий. Но она тоже по составу неплохая, тоже подкисляет. В общем, подкормила фертикой. Когда демонтировали парник, я в этот день обработала тоже препарат, называется «Живая вода». Ну, это все антистрессовые препараты. Кстати, очень хорошо растения на него отзываются. Вот смотрите, в этом горшке у меня, видимо, 2 черенка было. Вот смотрите, сколько бутонов. Какие они прекрасные. А вот второй черенок, видите, бутоны другого цвета. Так что будем наблюдать. Это прямо яркое, намного ярче цвет, чем на моем миссис Тингли. Эту я приобретала как микс. Вот получается 2 года я выращиваю камелии.
Они при моем выращивании заложили бутоны. Сохранила я их в течение зимы, ни один бутон не пострадал. И сейчас будем наслаждаться. Вот здесь еще у меня гордения жасминовая. Тоже будет цвести. Ну, были, конечно, мысли попробовать ее посадить в грунт, но решила не экспериментировать, так как это тоже без сорта я приобрела, просто гордения жасминовая. Поэтому я ее, сейчас она процветет, пересажу в такой же точно горшочек, как у меня вот камелия растет, который я сама делала, кстати, из бетона. Кому интересно, очень бюджетный вариант. Великолепно вообще в горшке эти держатся. Можете посмотреть видео, ссылку прикреплю. Вот пересажу ее в такой же горшочек. И на зиму тоже буду ее в парник заносить. Ну и, конечно, вот как сейчас, сегодня, 2 апреля, выглядит моя камелия в грунте. Сорт Миссис Тингли. Вот какая она красивая. Цветет. Лепестки у нее, кстати, отцвевших цветов очень долго держатся. Они не чернеют, не сгнивают. Поэтому земля под камелией тоже смотрится очень элегантно. Я переживала, конечно, когда сняла парник. Думаю, как она будет дальше себя чувствовать. Конечно, у нас такие ветра ужасные. Но нормальные. Много вот новых стала распускать. Напоминаю, камелия цветет у меня с февраля месяца, с начала февраля. Февраль, март, и вот уже 2 апреля. Очень долго цветет. И первые цветы, которые она распустила, она держала больше месяца. И только после они опали. Вот такая, конечно, красота. Сижу в кресле, любуюсь камелией. Очень красивое растение. Сажайте, экспериментируйте. Знаете, есть такая пословица: хорошо не там, где нудно, а там, где трудно. Все получится. Следующую подкормку проведу препаратами магния. В общем, покажу вам, как называется, врежу фотографию. Вообще по вечно зеленым растениям после зимы можно внести эти препараты, и будет лист возвращаться в цвет, будет легче им. А вот, друзья, видите, везде цветут медуницы, и очень быстро начали расцветать нарциссы. Но стоит неделя дождей, и я переживаю, конечно, что поломает их ветром, дождем. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Вот они так быстро расцвели. Просто за один день все раскрылись. Причем сейчас покажу вам и другие сорта. Но как-то мне казалось, что раньше они цвели в разный период немножечко. Но сейчас цветут, потому что был очень холодный март и первое тепло. А вот смотрите, сережка лещины Red Majestic. Вот она от конторты отличается тем, что она красная. Вот по сережкам даже без листа можно определить сорт кучерявой лещины. Вот как много на ней в этом году сережек, как они хорошо цветут. Тоже очень-очень быстро сережки раскрылись. Такие веревочки. Вот смотрите тоже, да, как цветет нарцисс. Утром ветра не было, а сейчас прямо ветер в саду. Вот такая славная медуница. Лилии взошли. Уже большие бутоны на них. Почки, кстати, увеличились прямо очень хорошо на хвойных.
Ой, я сейчас с вами разговариваю, смотрю, как уже хорошо барбарис прямо листики распустил. Вот смотрите, мускари. Среди фиалок еще одна медуница. В этот контейнер посадила уже канны. Канны, кстати, друзья, перезимовали у меня прямо в доме, в коробках, на теплых полах, и выпада практически нет. Ну, совсем чуть-чуть корешков подпорченных, маленьких, подсохли, а большие клубни все остались живы. Я их вчера успела посадить. Вот, смотрите, какие уже листики на барбарисе. Листики, бутончики видны. Я его очень сильно застригла, потому что он на штамбе, чтобы его не ломало снегом, омолодить и загустить. А вот лимон Мейра, который тоже зимовал в парнике, в большом горшке у меня. Но я вот, когда выношу растения, допустим, или с улицы, или вот из парника, я обязательно их несколько дней передерживаю в тени. Потом выставляю на такую полутень. И потом уже вот сейчас неделя дождей пройдет, выставлю на солнце. Потому что тоже может все это дело сгореть. А вот сейчас разговариваю, смотрю, самшит будет скоро цвести. Падуб. Вот этот падуб тоже посадила в грунт. Красивый листик у него. Ну, плавно подошла показать вам, что, слава богу, не все бутоны на магнолии вымерзли. Черные вымерзли. Вот он. Вот он, сухой абсолютно бутон. Вот он лопнул. Видите, вот так подмерзает. Такой был неласковый март. Но, слава богу, часть бутонов живы. Цветение будет. Чем старше становятся листопадные магнолии, тем они выносливее и больше сохраняется соцветий на них. Сейчас покажу вам вот эту лужайку красивую из нарциссов. Вот смотрите, на ветру развиваются желтые нарциссы. Здесь нарцисс на одной ножке несколько цветков. Ну и обязательно хочется показать вам стадии расцветания на Пинк Криспе, на моей фатинии. Видите, какая красота. Кто, кстати, ищет этот сорт фатинии, напишите мне из нашего региона, из Краснодара. Поделюсь, где видела саженцы. Какая красивая. Скоро расцветет. И вот они, наши нарциссы. Развиваются на ветру. Но эти, видите, чуть-чуть позже раскрываются. Вот. Одна ножка, два бутончика, видите? Одна ножка, два бутончика. Сейчас ветер, такой запах стоит. Очень люблю, как пахнут нарциссы. Наконец-таки наступила весна. Вот здесь еще спрятался у меня кустик бадана. Сейчас покажу вам, как цветет кипарис аризонский. Запах волшебный. А вот видите, тут разного вида. Это шишки будут. Шишки и пыльники. И шишек должно быть очень много. Смотрите, сколько. Посмотрим, если они все опылятся и завяжутся, он будет просто усеян у меня шишками. Как это будет красиво. Вот сколько. Ой, пчелка. Вот это шишечки будущее. А вот внутри, видите, уже бутон показался, да? Это лук.
гигантский лук. Тут у меня тоже кустик нарциссов. Вот моя пергола. А вот анютины глазки, которые я сажала под зиму. Вот надо их сегодня опять полить. Поливаю, вы знаете, каждый день поливаю, бегаю с лейкой. Систему полива еще не подключили, но уже, видимо, пора. Ну, неделя дождей, еще подождем. Приходится все поливать, потому что иссушающие ветра. Вот у кого корень не глубокий, обязательно. Вот фиалки. Цвет красивый-красивый. А вот зашла уже эхиноцея. В этой зоне будут у меня изменения. Сегодня грандиозные планы. Ой, смотрите, расцветает молочай. Это молочай Rainbow. Какое красивое растение. Еще сейчас и подцветет. Прелесть. Туи, кстати, начали зеленеть, возвращаться. А вот покажу, какая красивая получилась у меня весенняя дорожка, такая весенняя зона. Расцвели крокусы здесь. Крокусы одного сорта сажала осенью, поздно осенью уже. Ну, смотрите, какая прелесть. Невероятно. Здесь молодила. Потом подхватят волну цветения вот эти карликовые ирисы, малыши, осоки. И вот они, крокусы. Какая красота, как они радуют после этой затяжной зимы такой. Поднимают так настроение. Моя прекрасная Нандина. Нандину часто поливаю. Она любит воду. Ее нельзя пересушивать. Вот так поднялись уже лилии. И вот смотрите, друзья, начинает почка просыпаться на кленах. Это клен Emerald Lace. Вот такая вот уже почечка. Здесь у меня, видите, морозничек мой, плющик, который должен мне вот здесь все заплести. И вот проснулся гиптокодиум. Вот видите, какие уже листики. Здесь у меня под гиптокодиумом стоит, ждет моей посадки в грунт. Ларапеталум цветет вовсю. Пересажу его, подкормлю немножечко. И он и цветет, и выгоняет новые бутоны. Трудяга такой. А вот в эту, кстати, зону пересадила очень много гладиолусов, потому что их ветром ломает у меня частенько. А здесь все-таки закрытая зона от забора. Я надеюсь, что в этом году не будет так разламывать. А вот посадила сюда Понцерус трифолиата, дикий лимон. Вот он. Еще листики не распустились, но уже они... Вот, видите, почечки какие хорошие. У него такой смешной, как у трехлисточкового клевера, похожий листик, только очень маленький. И он осенью будет желтеть красиво, а когда листопадный, видите, он потом зимует лысенький такой. Говорят, до минус 30 держит заморозок. Посадила я его так, чтобы колючки его меня не беспокоили. Завязывает такие желтые плоды, цитрусовые, похожие на такие круглые, наверное, больше на апельсины. В общем, ждем. Очень хочется, чтобы в саду такое интересное растение росло. Вот мускарики цветут. Магнолия моя Fairy Blush. Вот тоже бутончики хорошие. Вот они. Подрастают. И вот на бересклете тоже, смотрите, какие почки. Наверное, цвести будет
может быть, даже цветочные. Ну, посмотрим. И земля аж потрескалась. Только поливала, и уже все такое сухое. А вот, друзья, видите, банан как подрастает. Тепло, и вот он уже листик выгнал. По саду очень много ирисов. Каждый раз их разделяю, они хорошо разрастаются. И поэтому скоро весь сад просто расцветет ирисами. А вот смотрите, какие уже почки на сосне Карстенс Винтерголд. Вот уже они двинулись в рост. Но здесь солнечное место хорошее. Поэтому уже пошла она расти. Фатинии мои ждут посадки. Очень много в саду работы в этот день. Очень-очень много. Вот какая шикарная Луиза. Листик длинный. Друзья, помните, я здесь выращиваю вот в этой перголе бук у меня. Бук триколор. Красавец. Получается, растет он у меня уже 2 года. 2 зимы было. Зимует он на ура, все хорошо. Но есть у него такая проблема, он горит. В нашем климате, в наше палящее солнце, гореть он начинает с июля месяца где-то. И когда начинается вот эта адская жара, невыносимая, он обгорает. И у меня в этом году, даже вот я убрала, обгорела веточка верхушечная, потому что она была больше всех на солнце. Чтобы этот бук не сгорал, чтобы мы его спасли, мы вот с мужем построили вот такую перголу красивую. У нас тоже есть видео, как мы строили эту перголу, потом как мы ее усложняли, добавляли сюда вот эту шпалеру, на которую я посадила в прошлом году клематис тайга. Вот смотрите, он уже пошел расти, и он выгнал еще отсюда. Вот этот клематис должен мне еще здесь все заплести. Красиво очень цветет. Необычный такой прямо тропический цветок. Он его еще сильнее затенит. Но я в этом году решила еще сильнее подстраховаться. И вот видите, торчат из земли верхушечки луковиц. И вот тоже. Я посадила сюда канны. Вот сюда посадила очень высокую, с красным листом, около 3 метров вырастает. И не стала разделять, посадила очень большие розетки, чтобы сразу у меня тут просто огромные были кусты. Буду создавать ему такие тенистые условия, потому что очень мне нравится это растение. Почка живая, вот уже выдвинулась. Но он поздно распускается. Вот в прошлом году долго ждала его цветения. От цветения, господи, у него листья как цветы. Такое розовое облако. И ну вот сделала вывод, что поздно. Вот смотрите, можжевельники. Тоже все, весна. Все тронулось в рост. Это чешуйчатый голдтип. Красивый. Сейчас начнется самая декоративная пора. Вот у него цвет хвои такой бирюзовый, а приросты прям ярко-ярко-желтые. И вот Мэри чешуйчатый тоже. И у него тоже желтые будут приросты. А сзади магнолия у меня растет, которая 2 зимы уже зимовала. Вообще на ура, практически без укрытия. Я надеюсь, она большая будет, поднимется, и тоже бук будет в тени. Туи вернулись, видите, в цвет. Подняла листики моя калина морщинистолистная. Кипарисовики я попристригала, по-моему, уже рассказывала. Вот на заднем фоне Ивон. Тут тоже везде всходят луки. Красота, конечно. А вот смотрите, просто за один день распустился бересклет блонди Форчуна. Вот тут почка вот-вот распустится, а там уже пошла. Эхиноцеи вышли. И здесь тоже у меня нарциссы. Сейчас я вам покажу. И вот этот молочай Рейнбоу с этой стороны тоже будет цвести.
барбарис будет цвести, колонновидный, Red Rocket, по-моему, сорт. Такая башенка будет. Вот здесь у меня цветет вовсю кизил. Это просто не передать словами, как он ярко цветет. А вот не могу не показать. Смотрите, какого цвета туя. Это Европа Голд. Боже, какая яркая она стала. Ложка моя. Вот если хотите себе сделать какую-то композицию на столе, где-то в каком-то месте отдекорировать, и чтобы это было посадило, вообще ничего не делал, сажайте обязательно суккуленты туда. Невероятно классно смотрится всегда. Вот в любой период. И вообще ничего не делаю. Полностью посадила и вообще забыла. Так вот, хочу вам еще что показать. Сейчас, смотрите. Ой, повалило, конечно, ветром. Бедные мои крокусы. Вот так вот их поразвалило. Но эти ранние, они очень рано цвели и пережили просто вообще весь вот этот март холодный. Вот они, такие отцвевшие соцветия. Но шла я вам не это показать. Я в прошлом году, мне Лена прислала, подписчица моя, растение, которое я все хотела себе завести. Это кровохлебка. И вот смотрите, я так рада, она взошла, она перезимовала. Молодец такая. В общем, в этой зоне вот это цветение крокусов теперь подхвачено нарциссами, желтыми нарциссами. Они уже разрастаются. В прошлом году было буквально по одному цветочку. В этом уже по два, по три. Скоро будут такие хорошие розеточки. Здесь у меня взошел уже клематис, синяя птица. Кустовой клематис, который будет плестись по земле. Сейчас покажу вам. Вот тоже он взошел, видите? Очень красиво. Мне нравится вариант, когда мульчируют землю плющи, клематисы. И вот клематис борщевиколистный, тоже синеньким цветет, тоже почечка у него пошла. В общем, вот такая красота. А вот клевер. Ну вот была на семинаре, слушала. Клевер, чтобы был такой маленький, очень красивый, его не просто нужно много косить, а ему нужен, оказывается, антагонист. Другая трава. То есть если ее соединить с обычной травой, тогда у них идет борьба, и вот тогда клевер будет мелкий. А если просто клевер, то он будет вытягиваться, и будет такой не мелкий листик, и не очень красиво смотреться. Вот пришла вам показать, что зима прошла для краснокоренника великолепно. Это сорт Blue Moon. Блин, ну как же красиво. Как же мы тебя заждались, весна. Кориоптерисы пошли в рост. И пошел в рост кедр. Вот эти хвойные распускаются очень рано. Раньше всех. Смотрите, вот почка. Это гималайский кедр. Быстрорастущее хвойное растение. Вот с малюсенького за сколько? 3 года. Вот такой же кедр в этом году. Я думаю, он хорошо рванет, стартанет. Красавец. Вот уже листики на, господи, кизильнике. Такой паучок. И вот вишня. Вишня вся будет цвести. Вот это плодовая, которая будет расти в моем саду, даже если я уберу все. Ну, инжир, конечно, мы не будем считать. Он тоже останется. Потому что вишня – это растение такое с моего детства. У бабушки у моей был вишневый сад. Для меня это очень ностальгично. Ну и сорт мне понравился, очень удачный, карликовая. Вот этому деревцу уже 5 лет. И она, с меня ростом, в общем, около, наверное, может 1,60 м, может чуть-чуть выше.
Вот одна веточка у нее стрельнула. И я понимаю, что она сдержанная в росте, потому что другие деревья, которые сажала вместе с ней, вот, допустим, чернослив, видите уже какой высокий, а вишня у меня малышка. Возвращается в цвет мой самый любимый можжевельник в саду, это кайзука, китайский можжевельник. Вот такой вот он у меня шкодный, с 2 рожками, высокий. Ну, мы ему позволим, пусть растет. Ту я мою пересадку пережила великолепно, перевалку, которая, я думала, шаровидная. Когда-то в Еврофлоре, по-моему, я ее взяла. Вообще на распродаже. 2 таких шарика, которые начали в колонну гнать, быстренько переехали под забор. А вот мушмула германская. Вот какие уже огромные у нее, видите, почки. Все, она вот-вот распустится. В прошлом году цвела. Завязалось 2 ягоды. Я вот, знаете, японскую мушмулу пробовала, а германскую нет. Ветер заломал мне кизил. Я так ждала ее. В общем, одну зеленую я там возилась вокруг нее, сама сломала. Одна у меня доспевала и так и не доспела. Прихожу, нету. Не знаю, куда делась. Но так и не попробовала ее на вкус. Говорят, ее надо после морозов кушать. Вот я вам показываю почку на магнолии Эша. Хорошая почка. Пошла в рост. Это тоже радует. Ну и сейчас покажу вам, я обещала в прошлый раз, что у меня новое растение. Это метасеквоя. Сейчас вам ее покажу. Друзья, вот пришла на берег, показываю вам березу. Это сорт Йонги. Вот она у меня здесь на штамбе. Начинает уже обрастать штамп. Раньше, когда взяла, она такая однобокая была. Но у меня зона здесь такая, что мне главное, чтобы она в эту сторону росла. Ну, веточки уже задвигаются назад. В общем, она проснулась. Почка, листик. Сейчас покажу. В общем, я каждый раз показываю, говорю, что мы живем на берегу реки. Поэтому выбор растений для берега — это тоже важно очень. Потому что бывают выпады, вода двигается. Сейчас я вам показываю растение, которое вот несколько лет не давало мне покоя. Я все-таки ее раздобыла. Это метасеквоя, сорт Gold Rush. Она отличается от обычной метасеквои золотистой окраской хвои. Вот это волшебство уже началось. Лиственницы в нашем климате вырастить намного сложнее. Они не выдерживают некоторые сорта наше южное лето, жару нашу. У меня тоже был эксперимент, мне не повезло. Но у некоторых бывают как бы хорошие варианты, лиственницы выживают, но очень большое значение играет вот микроклимат участка. У меня постоянные ветра иссушающие, хотя мы живем на берегу, но ветер жуткий. И знаете, когда солнце начинает палящее, мне кажется, еще из-за того, что река, оно как будто отражается, и сгорают у меня лиственницы. И вот теперь у меня будет расти вот такая вот красотка. Сегодня у нее будет визит к парикмахеру. Буду ей выстригать вот эти, видите, прививка, вот она. Вот это почки уже над прививкой. А вот это все, это обычная метасеквоя. Если их оставить, то она может доминировать над сортовой, поэтому это все я аккуратно выстригу. Все это замажу обязательно жидкой корой. И попробую поставить вот это все на черенки. Может быть, у меня получится их укоренить. И тогда у меня будут еще и зелененькие секвои обычные. Вот такая вот красотка. Будлею выстригла. Сзади посадила канны. Вот они видны.
клубеньки. Не заглубляла, потому что вода двигается, канны хоть и любят воду, но все-таки, чтобы не выгнили. Ивушка Хакуранишики проснулась. Красавица. Сзади у меня вот лысый сейчас тамарикс. Вот эта зона сада, я ее редко показываю, потому что тут все лысенькое. А мне хочется показать вам уже красоту. Это черемуха Шуберт. Она как-то раньше всех листики распустила. Сначала зеленые, а потом, когда листик стареет, он становится бордового цвета. Вот интересная, двухцветная. И вот сюда я еще пересадила свой клародендрум бунги. Он хорошо перезимовал. Живой, вот почки живые. Я вот решила его посадить сюда на берег, потому что здесь сырая земля. Здесь через штык лопаты уже вот прям сыро. А так как он такой водохлеб у нас, вот я решила попробовать все-таки его вот здесь вырастить. Вышел у меня здесь уже мордовник и сорняк вот рядом. Работы в саду, в общем. Проснулась Вероника. И вот здесь вот посеялся еще мордовник. Класс, пусть. И вот Вероника проснулась. Вот Вероника и мордовник будет классно. Мордовника прямо много взошло. Вот, вот еще смотрю листик. Будет лужайка. И сюда еще подсадила, вот торчит хвостик такой, канну. И здесь у меня мискантус зебринус высокий. 2 куста. В общем, будет такая композиция. И ирисы, везде ирисы. Конечно, жить на берегу реки – это такое удовольствие. Сейчас весна, прилетели чайки, уточки. Вечером сижу, днем иногда отдыхаю, когда выделяю себе 5 минут на отдых и созерцание. И они, конечно, помогают расслабиться. Вот такие красотки. Мы их подкармливаем. Они с удовольствием едят хлеб. Кстати, друзья, вы знаете, ивы распустились тоже так быстро. Смотрю, вот видите, все уже в листике. Вот так вот мы из зимы в стремительную молниеносную весну, а потом сразу в лето. Проснулась бузина. Это у меня пурвурулента. Вот она. Розы. И вот у меня Emerald Lace. Ой, Black Lace с кленом вам попутала. Вот такие уже хорошие прямо у нее. Не то что почки, это листики. Вот такой толстый стволик. Но в прошлом году сильно поднималась вода, она стрессовала. Она потеряла, даже сбросила листья. Но сама не пропала. Вот здесь верхние, смотрю, почки не проснулись. Вот я обрежу поживые почки. И пусть кустится кустиком. Вот пока она у меня растет в одну такую ветку. Но очень красивая бузина. Очень. Вот сюда хочу пересадить спортину гребенчатую. Вот, чтобы она у меня тут таким красивым злаком с бузиной смотрелась. В общем, опять работа. Нужно все успеть сделать. А вот уже начинает цвести самшит. Я стояла, пока с вами разговаривала, сразу уловила такой аромат. Еще думаю, что же это пахнет? Нарциссы далеко. Думаю, так, надо посмотреть. А это вот он, цветет самшит. Вот знаете, сейчас говорю, а сама хочу уже быстрее наклониться к нему, понюхать. Я так люблю запах самшита. Это такой южный запах. Такой, ну вообще волшебный просто аромат. В прошлом году я за этот куст боролась. Сейчас покажу вам внутри. Уже подвычистила. Была, конечно, в нем огневка. Несмотря на то, что вот просто регулярные обработки в саду были. И все равно подселилась. Но мы ее победили. И, конечно, в нашем регионе теперь выращивать самшит очень сложно. Нужно постоянно держать руку на пульсе. Иначе сожрет. Просто сожрет. Вот сейчас тоже буду обработки делать. Потому что, может быть, все-таки где-то перезимовали личинки ее.
не будем позволять. Цветет трава. Голубая прямо лужайка. Полынь у меня здесь, которую я привезла из степи. Овсеницы сизые. Буду их рассаживать, пока такие... Ну, у меня здесь берег, такой природный стиль. Но я вам что хочу показать. Здесь у меня можжевельничек тамарисцифолия казацкий. Малюсенький, вот он, из 3 веточек. Вот смотрите, уже весна. И он, почки. Красивый можжевельник. Но самое главное, что вам хочу показать, потому что потом не успею уже. Вот барбарисы. Не успею, потому что сейчас через несколько дней листик будет крупнее. Барбарис расцветет. Это сорт Наташа. Вот и сверху почечки, снизу. Вот сколько будет на нем цветочков. Здесь айва японская у меня такая. Микро. Сорт не знаю, но цветет оранжевыми цветочками. Небольшими. В прошлом году я ее пересаживала. И вот, видимо, из-за того, что была пересадка, заложила она меньше цветов, чем обычно. Но цветы все равно будут. Иногда она так цветет, что просто вся как шар, залитая цветами. Но видите, уже листья. Внизу у нее в корнях фиалки. А вот здесь сейчас покажу вам барбарис эректа. Вот какой он мощный. Я так переживала, вода поднималась, думаю, вымокнет мой барбарис. Нет, вообще живой, даже не пострадал, не отреагировал. Бузина даже стрессовала, тут не так далеко от него. А он прям ничего. Вот такой вот зеленый. Красивый сорт, он несколько раз меняет цвет в течение сезона. Такой же весь зелененький. Все, друзья, у нас пасмурно. Тут у меня, кстати, на реанимации елка моя. Мы посмотрим, как она себя поведет. Выживет, не выживет. Тепловой был у нее ожог. Все молодые приросты у нее сгорели. Вот я ее посадила. Здесь должна быть вообще полная тень. Поливаю, выхаживаю. Выхожу или нет, ну, время покажет. Все, приятно с вами делиться впечатлениями от весны, от сада. Но пасмурно, самое время сажать. Перед дождями будет у меня сейчас один денечек. В общем, быстренько побегу сажать. А сажать я буду новых питомцев. Когда показывала вам парничок, вскользь, наверное, вы увидели, что у меня там новые жители. И очень интересные. Это у меня фатиния. Сейчас покажу вам. Фатиния Little Red Robin. Такая красотка. Фатиния Pink Crispy. Вот как на штамбе у меня, только это будет кустик. Ее много не бывает, она слишком красивая. Лавровишня от Тальюкин. Вот даже с бутончиками. Кустик зимовал в садовом центре. Пересаженный, я так понимаю, из грунта в горшок. Вот я его посажу. Я думаю, он окрепнет. Вот такой вот интересный бересклетик. Мелколистный, очень красивый. Вообще люблю бересклетики. Смотрите, да, уже вот сочетание. Фатиния и такой бересклетик. Красиво, да? Вот прямо. И вот кто знает, что это за чудо природы. Это араукария чилийская. Или чилийская сосна. Очень колючая. Очень красивая. Одна моя. Одна моей подруги. Пока еще у меня стоит. Вот сегодня буду сажать ее в грунт. Буду создавать целую композицию. Буду там всю зону переделывать. В общем, в саду не скучно. Как мне сказал знакомый, говорит, у тебя сад как живой организм. Все время какие-то изменения. Ну вот такой вот, да, сад — это процесс.
Все время что-то новое, что-то стрижем, что-то пересаживаем, что-то. Все время что-то. В общем, вот такая красотка. Вот такие растюшечки. А еще вот мне подарили вдруг вот такой бамбук, саза варигатная. Красивая, видите, какой лист? Тоже ждет посадки. Все ждут, рук не хватает. И еще у меня есть вот такая диковинка. Это таксодиум. Плакучая форма, сорт Каскад Фоллс. Видите, почка проснулась. Буду тоже делать интересную группу, интересную посадку. У меня берег реки. Таксодий сам Бог велел сажать. Вот такой вот хорошенький уже. Это привитый. Я думаю, на ствол обычного таксодиума. Вот он, вот здесь прививка. То есть высота штамба уже не будет выше. И он будет такая красивая гора. Будет вверх, конечно, нарастать. У него такой листик красивый. Вот мне нравится и метасеквоя, и таксодиум. Такая вот нежность. Это хвойное, реликтовое, древнейшее растение. Вот у меня уже в саду коллекции и гинга, и магнолии, и метасеквоя, и теперь таксодиум. Ну что, друзья, побежала я сажать. Когда посажу, все покажу. До встречи в саду.